Аньясео! Привет, друзья! Это Ленка. Помнится мне, я обещала вам постараться побыстрее выпустить видео про Южную Корею. Но московская жара совсем не способствовала продуктивной работе. Надеюсь, теперь, помимо новостей, я смогу чаще выпускать и другие ролики. Так что подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Напомню, что Южная Корея когда-то была моей первой и сокровенной мечтой. Это страна, в которой мне довелось пожить несколько месяцев и своими глазами увидеть, как некогда беднейшее государство мира смогло стать одним из лидеров мировой экономики и современных технологий. За полвека они смогли увеличить свой номинальный ВВП в 543 раза. Как именно у них это получилось, я рассказывала в предыдущем ролике, ссылку на который мы оставим в описании под этим видео. Кстати, там же я рассказывала и о мифах про Корею, вроде поедания собак, корейской морковки и еще много чего интересного. За последние 60 лет в Корее выросли такие техногиганты, как Samsung, LG, Hyundai, Kia и другие. Но при том, что страна стала одной из самых образованных постиндустриальных держав с развитыми инновациями, они не забыли своего прошлого и сохранили свои традиции, древнейшую культуру и самобытность. В этом ролике я хотела бы рассказать о том, какой я увидела современную Корею, как их культура и традиции вплетаются в современный ритм жизни, как выглядят их города, как устроено их общество, образование, медицина, как повлияли на их менталитет такие корпорации, как Samsung и Hyundai, и почему, несмотря на такие экономические успехи, по уровню счастья корейцы не сильно-то обгоняют россиян. Республика Корея, также известная как Южная Корея, это совсем небольшое государство, расположенное на Корейском полуострове. Основными соседями Кореи являются Китай и Япония, которые постоянно пытались Корею завоевать и подчинить. И в итоге окончательно свою независимость страна получила только после 1953 года, после Корейской войны, о которой я тоже рассказывала в первом ролике. Площадь Кореи всего чуть больше 100 тысяч квадратных километров. Это примерно как Ростовская или Саратовская область. С территорией государству не очень повезло. Большую часть, порядка 60%, занимают горы. Полезных ископаемых практически нет, ни нефти, ни газа. Поэтому свою экономику Южной Кореи пришлось строить не на продаже ресурсов, цена на которые не так уж и высока, а на производстве сложных и высокотехнологичных товаров, стоимость которых может быть кратно выше. Для этого государству пришлось взять на себя большую смелость и в условиях кризиса и дефицита выделять большие суммы из бюджета на развитие образования, на науку и научные исследования, которые, к слову, могли бы вообще не окупиться. Но в итоге окупились с лихвой. Еще в 1960-х в стране существовало только 2 государственных учреждения, которые занимались научными исследованиями и технологическими разработками. А сейчас Корея является одним из лидеров по тратам на научно-исследовательские работы. В наши дни образовательную систему Кореи принято считать лидирующей наряду с Финляндией. По номинальному объему ВВП Корея в 2019 году уступала огромной России лишь немного. А по данным Всемирного банка за 2020 год уже опережала, вырвавшись на 10-е место в мире. То есть маленькая Корея производит и продает своих товаров больше, чем вся Россия, при населении в 51 миллион человек, что, кстати говоря, втрое меньше, чем в России, и вдвое больше, чем в Северной Корее. Происходит это в основном благодаря таким индустриальным гигантам, как Samsung, LG, Hyundai и другие. Такие корпорации в Корее называют чеболь, что переводится примерно как «денежная семья». И название соответствует действительности. Эти глобальные мегакорпорации выросли из небольшого семейного бизнеса. Они передаются по наследству, но не просто как актив в виде акций. Представитель семьи должен стоять во главе и непосредственно управлять компанией. В отличие от финансово-промышленных групп в России, в Южной Корее государство требовало от своих компаний реальных финансово-экономических показателей. Но и народ со временем научился требовать от государства. Забастовки для Кореи – вполне обычное дело. А когда в 2016 году всплыла коррупционная история с президентом Пак Кын Хе, разгорелся целый скандал. Как выяснилось, близкая подруга президента получала закрытую информацию
и давала президенту советы, не занимая при этом никаких государственных постов. Также она организовала ряд некоммерческих фондов, куда жертвовали крупные суммы денег ключевые корейские корпорации, в числе которых была и всемирно известная Samsung. Жертвования, конечно, были не из искренних побуждений, а в обмен на поддержку правительства. В итоге суд Южной Кореи признал экс-президента виновной и назначил ей наказание в виде 24 лет тюремного заключения и штрафа в размере почти 17 миллионов долларов. Но несмотря на редкие скандалы, все же главы корейских чеболей и их дети живут на территории Кореи. Всю собственность имеют на территории Кореи. Капиталы не выводят за границу, а стараются их сохранить и приумножить, чтобы впоследствии передать своим детям. Это не просто золотая молодежь. Они с самого детства растут с пониманием того, что унаследуют управление компанией. Они взрослеют с грузом ответственности за свое наследие. Их обучают политике, экономике, навыкам управления иностранным языкам. И в этом еще одно большое отличие от российских корпораций, чьи главы зачастую имеют двойные и тройные гражданства, виллы в Италии, Франции и так далее. Эти компании не выводят прибыль, а инвестируют ее в развитие технологий и повышение квалификации своих сотрудников. Поэтому со временем они смогли научиться делать сложную, качественную продукцию и продавать ее по высоким ценам. Потому что мало кто в мире может делать аналоги такой продукции. Еще одной отличительной чертой таких конгломератов является наличие дочерних фирм из разных отраслей. Это позволяет головной компании формировать производственные цепочки в рамках единой структуры, что позволяет экономить время и деньги на услуги сторонних компаний. Все финансы оставались внутри экосистемы, как сейчас стало модно говорить. Для производства нужно добыть металл? Окей, откроем свои шахты. Нужно построить завод? Давайте создадим свою строительную фирму. Нужно застраховать сотрудников? Окей, откроем страховую компанию. Зачем нести свои деньги кому-то еще? Например, структура Samsung Group включает полный цикл производства электроники, начиная от добычи ресурсов и их переработки и заканчивая готовыми изделиями. Вы удивитесь, но знаменитая на весь мир башня Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах, которая считается самым высоким зданием в мире, дело рук корейцев из Samsung Engineering. В настоящее время Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по производству потребительской электроники. В 2004 году Samsung Electronics, продав почти 23 миллиона мобильных телефонов, впервые опередила американскую компанию Motorola по числу проданных единиц, завоевав второе место после финской Nokia. Представляете, яблоко тогда даже не фигурировало. В 2018-м Samsung Electronics была самой дорогой компанией страны и вторая после Apple по рыночной капитализации в мире. Сейчас компанию подвинули не меньшие гиганты, такие как Amazon и Alibaba. Но до сих пор Южная Корея является главным производителем чипов памяти во всем мире. Южная Корея стала вторым в мире производителем судов и кораблей. Сильно выросла доля сложных и дорогих судов, крупнотоннажных контейнеровозов и нефтетанкеров. Целенаправленная специализация привела к тому, что Корея приблизилась к завоеванию статуса монопольного производителя. В 2005 году ее доля в этом сегменте мирового судостроительного рынка достигла 59,3%. Кстати, и тут не обошлось без дочки Samsung и верфи компании Samsung Heavy Industry. Сейчас Южная Корея пятый в мире производитель автомобилей. По количеству произведенных авто ее опережает Китай, США, Япония и Германия. А Россия находится на 10-м месте. В Корее 5 основных предприятий, производящих автомобильную продукцию: Hyundai, Kia, Daewoo, SsangYong и Renault Samsung Motors. При этом, если раньше задача у них стояла производить в основном недорогие и надежные автомобили, чтобы конкурировать по цене и брать количеством, что называется, то сейчас они производят и премиальные авто. Например, Hyundai Genesis, которые не менее качественные, чем привычные аналоги, но по-прежнему не такие дорогие. Пацаны из наших регионов обзавидовались бы корейским свалкам. Там полным-полно вполне приличных и живеньких тачек. Кстати, недавно компания Hyundai приобрела американскую компанию Boston Dynamics, широко известную своими роботами Spot и Atlas. Так что желаю им успехов и новых открытий в сфере робототехники.
Современная Корея поражает своим видом. Крупные города впечатляют современной архитектурой, огромными стеклянными небоскребами, торговыми центрами и необычными интерактивными парками. И Москва им в подметке не годится. По сравнению с Сеулом, Москва кажется устаревшей развалюхой. Хотя, честно сказать, я лично про Сеул могу рассказать немного. Я была там проездом, и у меня не получилось задержаться надолго. Но надеюсь, что в скором времени у меня получится это исправить. Все 3 месяца я жила в Пусане и ездила по его окрестностям. Сеул и Пусан в Корее – это примерно как Москва и Санкт-Петербург в России. Сеул – столица, идеальное место для урбанистов, вечно спешащих и работающих людей. Пусан расположен на юге страны, на берегу моря. Это крупный портовый город, поэтому при желании и возможности заработать там тоже достаточно. Но в то же время Пусан более расслабленный. Он меньше по населению. По данным, на 2018 год там жило 3,5 миллиона человек. Его районы растянуты между горами, поэтому там много зелени, прекрасных видов и, конечно же, чудесные пляжи. Описать впечатление от Пусана и Кореи в целом достаточно сложно. С одной стороны, все выглядит современным и технологичным, а с другой – каким-то тихим и традиционным. Возможно, это впечатление двойственности создает большая разница в поколениях. Среди старшего населения распространены закоренелые традиции. Они помнят бедное прошлое своей страны, не так продвинуты и обеспечены многие по современным корейским меркам не очень хорошо. Современная пенсионная система Кореи имеет 4 уровня. Первый уровень – национальная пенсионная система, была создана в Корее только в 1988 году и требовала 10-летнего стажа работы и уплаты страховых взносов. Но многие просто не понимали ее смысла, работали неофициально и налоги не платили. Поэтому пенсию по этой программе получало около 30% населения. Потолок таких пенсий был на уровне $700, но в среднем $200-300. В 2008 году Южная Корея ввела базовую пенсию по старости. В 2014 году она составляла 200 тысяч корейских вон, или $179. Это нулевой уровень. Конкретной суммы на сегодня я не нашла. Вторым уровнем корейской пенсионной системы являются страховые выплаты компаний. Многие крупные компании имеют свои пенсионные фонды, и выплаты из них получали до 40% населения. Суммы доходят до $2000. И последний уровень – это личные накопления. Все в тех же страховых фондах, которые в Корее активно практикуются. Вообще большинство информации про пенсии в Корее – бред какой-то. Да еще и многолетней давности. Пишут, что старики от нищеты добровольно идут в тюрьму, чтобы их там кормили. Или кончают жизнь самоубийством. Или что в сельской местности государство прямо-таки заставляет трудиться их на полях. На корейских полях, как правило, трудятся мигранты с нашего Дальнего Востока, Казахстана, Узбекистана и что еще там рядом. Многие мигранты работают на заводах. Им предоставляют жилье, иногда обеды, иногда даже компенсируют часть затрат на авиаперелет. И, конечно же, платят зарплату – около $1000 в месяц. Так, во всяком случае, было в 2017 году. Поэтому, если бы у корейских стариков действительно все было бы так плохо, я думаю, за эти деньги они легко бы сидели на конвейере или собирали клубнику. Но в Корее, безусловно, как и везде, есть и богатые районы, и бедные. Многие, даже в крупных городах, живут в маленьких частных домиках, понастроенных как попало и из чего попало. Как однажды сказал известный тревел-блогер, «Лос Паналепас шо попалос». Они чем-то напоминают бразильские фавелы, хотя выглядят, конечно, гораздо аккуратнее и чище. И преступности такой там нет. Корея вообще считается одной из самых безопасных стран. Но там вполне можно увидеть, как пожилые женщины стирают белье на улице в тазу и развешивают на веревках. Когда в квартирах, даже самых обычных клерков, совершенно не редкость супер навороченные сушильные шкафы. Потому что даже у нас в домах большинство домашней техники именно корейского производства. Но из таких кварталов тоже стараются сделать местное колоритное развлечение, такое, как, например, культурная деревня Камчон. С традиционными домиками всех цветов радуги. Ежегодно оно привлекает большое количество туристов, и, кажется, ее даже показывали в передаче «Орел и решка». А еще в таких райончиках, поднявшись наверх, я раз 5 совершенно неожиданно обнаруживала красивейшие традиционные буддийские храмы. Я залезала на гору в поисках красивого вида.
и натыкалась на спортивную площадку в лесочке с десятком пенсионеров, занимающихся спортивной ходьбой. Что опять-таки говорит в пользу того, что старость у них далеко не конец жизни, и проводят они ее активно. Но современные районы выглядят, конечно, совсем иначе. Самые престижные бизнес-центры с апартаментами на огромной высоте, вылизанные улицы, зелень вдоль дорог, на крышах и террасах зданий, необычные парки, мостики, дорожки, смотровые площадки. На каждом шагу можно встретить что-то интересное. Ну и, конечно, пляжи с белоснежным песком и чудесным видом. Красивые набережные и бесчисленное множество разнообразных кофеен, баров и магазинов. А ночью все это начинает светиться миллионами разноцветных огней. Кстати, не скажу, что корейцы чистюли и не мусорят на улицах. Мусорят и еще как. Но к утру они снова становятся идеально чистыми. Как будто по щелчку пальцев. Момента их преображения я ни разу не застала. Население Кореи меньше России в 3 раза, а территория России больше корейской примерно в 171 раз. А если за вычетом 60% гор, то аж в 427 раз. Поэтому в крупных городах Кореи тоже не обходится без многоэтажных человейников, в которых ты чувствуешь себя как маленькая Алиса в стране чудес. Но ощущения бетонных коробок, как в наших городах, все равно нет. Проблем с парковками обычно тоже нет. Любые жилые комплексы строятся с многоэтажными подземными паркингами, навороченными автомобильными лифтами и специальными поворотными площадками, чтобы не приходилось выезжать задом. В общем, корейцам досталась не самая лучшая земля, и им пришлось несладко. Но они научились изобретать прикольные штуки, чтобы справляться с трудностями. Не хочется ехать 40 минут по городским светофорам? Да пожалуйста, построим мост. А чтоб не было пробок, пусть он будет двухэтажным, долетите за 5 минут. Если мосты строить надоело, то можно и под морем дорогу проложить. Вот, например, как на остров Коджи. С одной стороны мост, с другой – нету. Дорога там проходит на глубине 48 метров. И на момент запуска это был самый глубокий тоннель в мире. Жаль, иллюминаторов по сторонам не сделали, а то изнутри тоннель как тоннель. А в Сеул из Пусана можно доехать по скоростной железной дороге со скоростью больше 300 км в час. Главное, на обратной дороге зомбарей не привезти. Понравилось мне и метро. Правда, там сам черт с непривычки ногу сломит. Переходы могут вмещать в себя целые торговые центры на несколько этажей. Да и схема самого метро больше похожа на хаотичные детские каляки. Но удобно, что пути находятся за ограждением, и его двери открываются только вместе с дверями вагонов, когда подъедет поезд. Поэтому свалиться на рельсы там не страшно. Днем в вагонах людей немного. Работает кондиционер, Wi-Fi, чисто, светло и тихо. Но говорить в метро по телефону считается неприличным, и громко болтать между собой тоже не стоит. Хотя молодежь вряд ли на вас отреагирует. А вот какая-нибудь пожилая тетечка, как их в Корее называют аджума, вот эти могут. Мою соседку однажды бабуля чуть не побила зонтиком за то, что та выкинула неотсортированный мусор. Со старшим поколением в Корее принято вести себя очень уважительно, чем некоторые порой любят злоупотреблять. Впрочем, такие часто встречаются и у нас. В Корее же в социальном плане для нашего человека выстроена очень сложная иерархическая система. Возраст и опыт там принято почитать. И в культуре растворено множество мелочей, которым это почтение принято выражать. Например, в корейском языке есть несколько вариантов, как можно сказать одну и ту же фразу. По-дружески. Так обращаются к младшим или к ровесникам. Уважительно. Можно обратиться к старшим товарищам или более опытным коллегам по работе. И есть, прямо очень вежливое. Так обращаются к пожилым или к клиентам. К слову, с таким отношением и речи не идет, чтобы персонал вам где-то нагрубил. Здороваться принято всегда с поклоном. Глубина его зависит от социального положения и возраста собеседника. От легкого наклона головы или до глубокого поклона, стоя на коленях, если вы приехали на праздник к бабушке с дедушкой или просите прощения. С жестами там стоит быть аккуратнее. Например, подзывают к себе человека ладонью вниз. А так, как делаем мы, обычно подзывают собак. Если начальник позвал вас выпить, то отказаться – это значит показать ему свое неуважение. Но вот платить будет непременно тот, кто позвал. А вот оставлять чаевые не принято и неприлично. Этим вы можете только оскорбить и обидеть человека.
Кстати, во многих домах и заведениях часто придерживаются традиционного стиля. При входе в них принято разуваться. Кушают там за низкими столиками, сидя на специальных подстилках. Спят многие корейцы на матрасах прямо на полу. Подавая что-то человеку, принято придерживать одной рукой локоть другой руки. Это пошло еще с тех пор, когда корейская традиционная одежда имела длинные широкие рукава, и нужно было не влезть ими в блюдо на столе. Но сейчас распространилось это повсеместно, а не только за столом. Легально сделать в Корее татуировку почти невозможно. Там человек с забитыми рукавами воспринимается как якудза в Японии, и скорее всего от вас будут немного шарахаться. Бороды мужчины, как правило, тоже не носят. Корейцы – поклонники белоснежной кожи. Смуглая кожа для них признак тяжелой работы в полях. Корейцы – одна из самых стройных наций. Девушки совершенно спокойно могут ходить в супер-ультра-мини-юбках или шортах. Это нормально и даже модно. Но если, не дай бог, вас увидят с чем-нибудь, что хоть как-то можно назвать декольте, то ярлык проститутка вам обеспечен. Самим кореянкам там показывать, как правило, нечего, но это легко может исправить пластическая хирургия, которая в стране недорогая, качественная и распространена повсеместно. Подарить ребенку на окончание школы пластику век – вполне нормальное явление, и займет эта операция буквально несколько часов. Отдельная тема для меня – это корейская косметика. Она невероятного качества, а различные бренды любят завлекать покупателей яркими и милыми дизайнами упаковок. Магазины иногда напоминают домики для принцесс, а с полок на вас будут смотреть мишки, котики, зайчики, помидорки, персики. Но вот с огуречным гелем они, пожалуй, борщинули. Я лично за 3 месяца жизни в Корее потратила, наверное, чуть больше $1000. Большую часть из них, наверное, на косметику. Еще я привезла кучу обуви, которую там можно купить за $10-15. А вот одежда мне была не совсем по размеру. Поэтому приходилось искать магазины мировых брендов вроде H&M. В крутые рестораны мы ходили редко, но продукты в магазинах или еда в уличных кафешках стоят недорого. Самое дорогое в Корее – это мясо. Свинина еще ничего, а вот хорошая говядина стоит примерно как крыло от самолета. Потому что пастбищ для скота в Корее нету, и почти все мясо импортное. Зато в самых разнообразных проявлениях и в огромных количествах корейцы едят курицу. Молоко в магазинах тоже не дешевое, а выбор масла и сыров невелик. И еще нет гречки. Вообще. Зато есть осьминоги по $3, которые еще 15 минут назад могли тянуть к вам свои щупальца. И еще огромная куча разнообразных фруктов, зелени, грибов. Или может это и не грибы вовсе. А сколько там разных снеков, печенек, шоколадочек, булочек. Кстати, Чокопай тоже родом из корейской компании Lotte. Еще корейцы большие любители кофе. Кофейни там буквально на каждом шагу, и кофе действительно вкусный. Большой латте можно взять за $2-3, а в хороших заведениях всякие там цветочные, мятные, с сиропчиками можно найти и в 2 раза дороже. Комбо-обед в Макдональдс и бургер с огромными креветками вместо традиционной котлеты обошелся мне в $4,5. Вот этот стейк из свинины в $12. А ужин в суши или с традиционной корейской едой обходился от $5 до $10. В общем, не скажу, что жизнь там дороже, чем в Москве. Цены вполне сравнимы. Русский человек там легко может прожить на $200-300. Но для корейцев это до смешного мало. Особенно для тех, кто привык получать зарплату в несколько тысяч $. Прожиточный минимум там установлен на уровне примерно $1100 в месяц. А минимальная зарплата составляет 7500 вон, или около $7 в час. Конечно, когда я с кем-то общалась, я часто задавала вопросы о зарплатах. Но в основном это были молодые офисные сотрудники, которые получают 2-3 тысячи $. В месяц. Высокие зарплаты были у моряков, а их в Пусане немало, и у IT-специалистов. Там зарплата может доходить до $7000 в месяц. А у врачей или у руководителей, по рассказам, может быть и 10 тысяч и выше. Довольно востребованы и иностранные специалисты в сферах IT, инженерии, химии и биологии. При этом иммиграционная система Кореи продумана до мелочей на все случаи жизни. Всего она предусматривает аж 36 типов виз. Кстати, для туристических поездок сроком не более 60 дней россиянам визу получать не нужно.
Специальный штамп ставится по прибытии в страну. А рабочие визы могут разделяться даже по категориям труда. Виза H2, например, предполагает только физический труд. Проще всего эмигрировать в Корею, если вы являетесь гражданином другой страны, но корейцем по национальности. Либо же, если кто-то из ваших родителей, бабушек, дедушек или прадедушек является корейцем. Тогда вы можете претендовать на визу F4. Она выдается сроком на 2 года. По этой визе нельзя устроиться работать в сфере строительства или услуг. Но зато можно учиться, заниматься предпринимательством, многократно пересекать границу и приглашать родственников по визе F16. А через 5 лет можно претендовать на гражданство. В остальных случаях иммиграционную политику Кореи можно назвать довольно жесткой. К тому же конкурировать за рабочие места на корейском рынке достаточно сложно. Но вот одна беда. Работать корейцы привыкли как проклятые, еще с тех времен, когда были бедной страной и трудились на фабриках. Еще недавно стандартная рабочая неделя для корейца составляла 68 часов. Поэтому корейцам просто становится скучно, когда они выходят на пенсию. Они не знают, чем себя занять, и многие продолжают работать. Но далеко не все делают это из-за нищеты. Некоторые начинают подрабатывать в храмах, а многие ходят в специальные кружки и секции, где занимаются, например, пением. Молодежь же, которая выросла уже совсем в другое время, зачастую страдает из-за излишне консервативного общества. Как и у нас в стране, на молодых корейцев давит старшее поколение, поучая, что им обязательно нужно хорошо выучиться и устроиться на хорошую работу. Несколько десятков лет назад работа на Чеболя была единственным залогом успешной жизни и старости, ведь хорошие пенсии платились как раз из их страховых компаний. Поэтому в Корее сложился целый культ образования. Ученики проводят в школах почти весь день, уроки заканчиваются в 6 часов, а дома до глубокой ночи они выполняют домашние задания. Главное событие в жизни молодого корейца – это вступительные экзамены в университет. Они проводятся в один день сразу по всем предметам. И считается, что в этот день решается вся будущая жизнь корейца. Поэтому во время проведения экзаменов вся страна замирает. Буквально. Коммерческие заведения открываются позже, запрещают въезд в города грузовиков и даже откладывают взлет и посадку самолета, чтобы во время проведения теста по аудированию ничего не мешало ученикам. Более того, любой, кто опаздывает на экзамены, имеет право обратиться за бесплатным сопровождением к полицейским. Да-да, на большой скорости и с мигалками. Многим внушается, что если ты не смог поступить в университет и не устроился в крупную компанию, то твоя жизнь кончена. А если сын в обеспеченной и уважаемой семье сам отказывается получать престижную профессию, а хочет открыть свой маленький бизнес, то от него в буквальном смысле могут отказаться. К тому же, пока кореец учится, он все еще считается не самостоятельным ребенком. Более-менее встают на ноги и начинают задумываться о собственной семье в Корее только после 30 лет. А это накладывает дополнительные демографические проблемы с рождаемостью и старением населения. Продолжительность жизни в Корее превышает 80 лет. Но из-за постоянного колоссального давления и чувства ответственности в Корее довольно высокий уровень суицидов. В погоне за отличными оценками и в стремлении устроиться в крупную компанию многие зарабатывают себе психические расстройства. У многих очень низкая самооценка и зависимость от чужого мнения. Они живут гораздо лучше многих, но, видимо, по сравнению с их чеболями или какими-то другими идеалами, им все кажется недостаточным. И в рейтинге по уровню счастья Корея заняла только 62 место в мире. Россия, к слову, оказалась на 76-м. Возрождая страну из пепла, они, видимо, привыкли тяжело трудиться и гнаться за успехом. И до сих пор никак не могут остановиться. Хотя, думаю, когда поколение окончательно сменится, они поймут, что у них есть все, что нужно для счастья. Президент Мун Чжэ Ин, избранный после осужденной Пак Кын Хе, уже сократил рабочую неделю до 40 базовых часов и 12 сверхурочных. То есть официально корейцы теперь могут работать 52 часа в неделю. Заговорили также и о необходимости реформ системы образования. Ну что ж, посмотрим, куда их это приведет.
На этом я, пожалуй, закончу свой рассказ. Хотя о Корее я могу рассказывать долго и знаю об этой стране еще кучу интересных подробностей. Но если вам вдруг еще что-то интересно, пишите и спрашивайте в комментариях. Ставьте лайки, если видео было интересным и вам понравилось. Кстати, можете также писать в комментариях, о каких еще странах вам было бы интереснее всего послушать. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам большое за поддержку и до новых встреч!